Всем привет! С вами Алла. Давайте посмотрим, выйдет ли загаданная женщина с вами на связь. И если да, то с какой целью. Перед вами два варианта, две колоды. Это колода первый вариант, это колода второй вариант. Итак, паж жезлов. Женщина надулась, обиделась. Знаете, здесь может быть либо обида из-за денег, может быть, не дали денег, или что-то пообещали, но не купили. Или, может быть, не потратили деньги туда, куда обещали. Ну, то есть, как-то эта тема может касаться денег. Может быть, на работу обещали устроиться, но не устроились. Или там долги не выплатили. Ну, то есть, расклад общий, поэтому тут вариантов много, что это может быть. Тут уж сами думайте. Вот она, королева мечей. Женщина на вас зла, обижена и расстроена. Человек мог вам заявлять о том, что отношений в принципе не хочет, типа там давай расстанемся, на связь не выходи, вот в таком формате. Да, у многих отыграется что-то жена. Здесь могла быть претензия в том, что или вы не содержите, или вы не даете денег. Может быть, она не работает, например, не работала. И просила, например, у вас. А вы или не могли, или не хотели. Может быть, у нее были какие-то завышенные требования. Ну, как бы с вашей точки зрения не завышенная, например, а с ее точки зрения обычная. И вот где-то вы тут не сошлись именно вот на этой почве. И, видимо, это было не первый раз, потому что здесь как бы человек уже так категорично был настроен. Ну, смотрите, аркан суд. Ну да, это прям категоричность. Типа, все, мне это надоело, сколько можно. По сути, у многих отыграется, что у вас, в принципе, в отношениях постоянно были ссоры именно из-за денег. Знаете, у вас как бы здесь слишком разное представление о любви. И слишком разное представление о том, как должно быть, какие должны быть ухаживания с вашей стороны в ее сторону. Здесь женщина могла обижаться на вас за то, что вы не романтичный, не дарите или мало дарите подарков, или какие-то примитивные подарки. Ну, вот что-то вот где-то в этой области была проблема. Хотя все остальное карты говорят, что все остальное ее устраивало. Если говорить о чувствах, чувства здесь были, и чувства здесь есть. Да, здесь получается камень преткновения — это деньги и подарки. Знаете, может быть, она там себе нафантазировала, что ее муж должен быть миллионером, должны вы жить в каком-то загородном супердорогом доме, ездить каждый месяц куда-то там
на дорогие курорты. Ну, то есть мало ли что она там нафантазировала. Но в ее голове это была хрустальная мечта, вот, которую она хотела, чтобы вот она реализовалась. Она еще долго могла думать. Это про то, что, знаете, как я тебя люблю, но ты не соответствуешь моей мечте. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот, например, вы всю жизнь мечтали, не знаю, там, о какой-то марке BMW, например, о какой-то серии. Вот просто мечтали и все. Вот приспичило вам именно BMW. Но купили вы себе, не знаю, Ford Fiesta, например. И вроде бы как и машина хорошая, и вроде как удобно вам в ней, и вроде бы как и в обслуживании она вас устраивает. Но мечтали вы не о Ford Fiesta, а про BMW. И у вас, как знаете, вот засела идея, что ну вот жизнь не удалась, если у вас Ford Fiesta, а не BMW. Хотя мозгами вы понимаете, что Ford Fiesta вас полностью устраивает. Я надеюсь, вы мою аналогию поняли. Ну вот здесь такая же вот дилемма у этой женщины. Она понимает, что чувство к вам есть, что вы ее устраиваете, что она с вами хочет быть. Но не даете вы ей то, что есть в ее вот этой вот хрустальной мечте, которую она себе когда-то там создала в голове. И вот не понимает человек, как теперь быть. С одной стороны, она понимает, что если с вами расстаться, это глупо. То есть она хочет вернуть эти отношения. С другой стороны, вот если она останется с вами, она как бы предает свою мечту. А вот как найти компромисс между своими мечтами и между любовью к вам, она пока не знает. И вот тут, ребят, заключается проблема. Поэтому выйти-то она хочет на связь, и помириться она хочет, но как быть дальше, она не знает. Так что, единички, вот такой был ваш вариант. Подписывайтесь на мой канал, ставьте видео лайк, пишите комментарий. Для заказа на личное гадание мои контакты на экране. Так, двойки, идем к вам. У двоек скорее подойдет для любовницы, либо для женщины, с которой вы редко видитесь. Здесь подойдет для любовных треугольников, даже для любовных квадратов подойдет. Это если либо кто-то один из вас занят, или если вы оба заняты. Речь здесь о том, что какая-то история тут затянувшаяся. Вы тут годами можете друг друга знать. Я думаю, что если бы вы друг друга спросили, почему вы до сих пор не вместе, то, наверное, вы бы не сразу смогли бы дать ответ на этот вопрос.
Наверное, потому что вы не хотели быть вместе. С одной стороны, вы как бы отдушина друг для друга. С другой стороны, вы как вроде и не нужны друг другу. Здесь про то, что если бы у вас у двоих действительно было бы желание соединиться вместе, у вас на самом деле было очень много для этого возможностей. Но почему-то вы этого не делали. То есть каждый раз и вы, и она, вы находили какие-то причины, по которым вот вы якобы не могли быть вместе. На самом деле, ребят, эти отношения это больше про закрытие эмоциональных дыр. Это когда люди себя чувствуют неудовлетворенными, и им нужна некая таблетка обезболивающего. У тебя что-то болит, ты вместо того, чтобы искать причину, ты выпиваешь обезболивающее. И вроде бы как перестало болеть, и вроде бы как неплохо. Через какое-то время опять начинает болеть. И ты опять как бы начинаешь повторять те же самые действия. Вот здесь вот про такую историю. Видимо, у вас опять очередной какой-то период, когда вы подустали друг от друга. И просто как ваши отношения сошли на нет. Ну, это когда никто никому не пишет, никто никому не звонит. Но при этом вы оба понимаете, что вы никуда друг от друга не денетесь, и через какое-то время вы опять будете выходить на связь. И вы, и она, вы здесь уже много раз думали о том, чтобы эти отношения закончить. Здесь много было уже каких-то разговоров на эту тему. Я думаю, что вы много раз уже расставались. Здесь суть в том, что вы в этих отношениях растете, но при этом никто не хочет в эти отношения особо вкладываться. Это знаете как? Есть отношения, в которых надо меняться, надо расти, искать компромиссы. Ну, то есть ты понимаешь, что эти отношения, они тебя делают лучше. Одно дело, когда ты там видишь этого человека пару раз в месяц или там несколько раз там, в полгода, и ты растешь, ты становишься лучше как человек, как личность. И совсем другое дело, когда ты с этим человеком живешь каждый день, и он тебя напрягает, он от тебя что-то требует, и тебе постоянно надо к этому человеку дотягиваться. И в какой-то момент ты думаешь, да ну его нафиг. Вот здесь такая история. Про то, что и женщина так думает, и мужчина так думает. Потому что тут жить каждый день вместе, это очень напряжно. А вот когда вы встречаетесь иногда, эти отношения реально идут в пользу вам двоим. Потому что благодаря этим отношениям вы реально меняетесь оба в лучшую сторону. Поэтому да, женщина хочет выйти на связь после долгой ссоры, после молчания.
Но вы как будто оба понимаете, что все равно вы вместе не будете, потому что в этом как бы нет цели. Вы друг для друга как этот пинок под зад. Это знаете как, вот мысль о том, что этот человек есть в вашей жизни, эта мысль вас мотивирует. Может быть, вы как-то шевелитесь, там, не знаю, уходите в спортивный зал, ищете новую работу, там, читаете какие-то новые книги, ставите новые цели. И если эту женщину убрать из вашей жизни, то как бы пропадает мотивация. И вот у нее такая же точная история по отношению к мужчине. Так что, двоечки, вот такой был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для желающих заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram, и я в переписке напишу, как проходит личное гадание, какие бывают форматы гаданий и что для этого необходимо. На этом всем пока!